участников первой группы. Алиса Абдуллина, Егор Петров, Санкт-Петербург. Софья Шевченко, Андрей Ежлов, Москва. Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков, Москва. Ольга Федорова, Павел Драко, Московская область. Анна Коломенская, Артем Фролов, Москва. Разрешена разминка. В эфире Первого канала чемпионат России по фигурному катанию. Решается судьба медалей 2026 года. И первыми сегодня в произвольный день на льду танцоры. Танцоры, которые уже носятся по этому ледовому покрытию с дикой скоростью и готовятся дать нам сегодня настоящее шоу, как они это делают всегда. Соревнования в произвольном танце для вас прокомментируют Василий Соловьев, Софья Катюшкина и Максим Траньков. Привет, друзья! Привет, Василий, привет, София. Здорово, что сегодня вот мы в таком составе впервые вместе будем наблюдать за таким захватывающим зрелищем, как танцы на льду. Действительно, всем добрый день. Наслаждаемся и болеем за любимых танцоров. Уверена, что борьба в произвольном танце не оставит никого равнодушным. Это правда, это абсолютно точно, потому что у танцоров вот просто профессия такая, никого не оставлять равнодушным. И откроют эти соревнования в произвольном танце питерские спортсмены Алиса Абдуллина, Егор Петров, поэтому трибуны уже волнуются. Их тренер Елена Соколова вместе с Кириллом Алешиным находится возле бортика. Интересна судьба этих спортсменов. Алиса и Егор уже катались когда-то вместе по юниорам, потом расходились, пытались выступать с другими партнерами, и вот вновь сошлись, и теперь атакуют чемпионат России. К сожалению, пока что они на последнем месте, да, именно поэтому они открывают соревнования второго дня, но так пожелаем им удачи, и пусть все у них будет в порядке сегодня в произвольном танце. На ваших экранах Елена Масленникова, это тренер вместе с Ильей Авербухом пары Софья Шевченко и Андрей Ежлов. Софья и Андрей будут кататься под Анну Каренину в произвольной программе. И, конечно же, то, что произошло с ними в ритм-танце, это печальный срыв, из-за которого они оказались на такой дальней позиции. Это такое неожиданное для них место в этом соревновании. И наверняка позиция изменится по результатам произвольного танца. Софья Линчевская, Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков, 20-летние спортсмены под руководством вот этих прекрасных тренеров Екатерины Волобуевой и Ксении Румянцевой. Они выступают. Сегодня продемонстрируют нам максимальный отрыв от того образа, который они представляли накануне. Такая максимально легкомысленная была программа в ритм-танце в стиле 90-х, и такая глубокая программа произвольная предстоит нам сегодня в их исполнении. Кстати, Таисия тоже родилась в Санкт-Петербурге, и у нас вообще очень много питерских танцовщиц на этих соревнованиях. Вслед за ними ученики Дениса Самохина, Марии Боровиковой, Ольга Федорова и Павел Драко из Балашихи. Эти спортсмены приехали на эти соревнования. Ольга одна из самых молодых партнерш в сборной. И здесь, на этих соревнованиях, среди танцоров самая молодая. Их тренеры Николай Никонов, Денис Самохин на ваших экранах. Ну и в завершение
этой группы участников Анна Коломенская и Артем Фролов. Это уже, в свою очередь, ученики Анжелики Крыловой, Людмилы Алексеевой. Целых 3 пары у Крыловой и Алексеевой на этом турнире. Разминки осталась 1 минута. И остается всего лишь 1 минута. Как ощущается настроение на этой разминке, София? Что думаешь? Видно, что все спортсмены уже заряжены, активно разминают все элементы. И мы наблюдаем с огромным удовольствием за, так скажем, их настроем, который боевой, в принципе. И хочется, чтобы у всех все получилось. Исполняют сейчас ребята различные элементы, повторяют что-то, что требует большей концентрации и внимания. Поэтому ждем, когда разминка закончится, буквально еще 25 секунд, и будем наблюдать произвольные прокаты. Надо сказать, что соревнования сегодня самые такие продолжительные будут в юбилейном. Пока зрители потихонечку подтягиваются на трибуны, только самые-самые стойкие ценители уже здесь. Все зрители знают, где лучшее место, где можно вот сесть за комментаторами и что-то подслушать, что говорят, где можно сесть так, чтобы удобно было бросать игрушки, где в какой вип-ложе вкуснее тарталетки. Здесь все болельщики знают наизусть. И, конечно же, да, передовики. И очень хорошо они знают все программы всех спортсменов. Например, вчера я обратил внимание, что хлопать начинают в такт даже до того, как музыка еще начинает звучать. Поэтому здесь особая атмосфера любви к фигурному катанию. И одна из самых красивых и необычных программ сезона, поставленная в питерском штабе Елены Соколовой, откроет эти соревнования. Это японское аниме «Судзуми, открывающее двери». Сложно и ответственно быть настоящим японцем, а быть японцем на льду еще сложнее. Почет ищущим.
Алиса Абдуллина и Егор Петров. Вот сколько смотрю на этот танец, столько меня восхищает оригинальность, и какое-то изящество, красота этой постановки. Мне даже кажется, что вот в этой один из первых элементов серии поворотов на одной ноге, как будто вот даже там они абсолютные японцы. Как-то это все сделано в таком хореографическом стиле, что ни разу не выходят из этого образа. Да, действительно, и еще вдвойне хочется ребят поздравить, потому что это первые участники, для которых чемпионат России уже позади. Они уже сделали все, что могли, показали на этом льду. И, наверное, эта программа «Судзума, закрывающая двери», а у них, наверное, наоборот, они открыли для себя двери чемпионатов России. Основную цель выполнили, они показались, познакомили зрителей с таким замечательным дуэтом из Санкт-Петербурга. И хочется ребятам только прогресса пожелать, и чтобы дальше лед был гладким, и по карьере они поступательно вверх двигались. Невозможно не отметить, что данный танцевальный дуэт улучшил свой результат и действительно проехал программу от А до Я чисто и хорошо. Если мы говорим уже про элементы, то вращение было выполнено филигранно. Показывали спортсмены сложность позиции, делали его в обе стороны. Сначала в одну, потом в другую. Это также влияет на уровень. Сейчас вот вы видите вращательную поддержку на месте. Очень интересная позиция у партнерши, довольно-таки сложная, и приятно, что спортсмены справляются с поставленной задачей и делают это хорошо. Элемент из разряда удивиться и вздохнуть зрителям, правда? Так оно и есть, так оно и есть. И если мы говорим про поддержку комбинированную, также она сейчас как раз-таки на экране, слегка выход был жестковат. Вот мы сейчас увидели, что партнершу там Казалось бы, повело. на одну ножку хотелось бы, да, чтобы она приземлилась. А было Да. касание второй ногой, мне тоже это в глаза бросилось. Получается, не доехала по дуге она и прям встала поперек льда. В связи с этим было такое, ну не то что нарушение, но в любом случае недочет. И я думаю, сами спортсмены это почувствовали. И, возможно, это сложилось и на секции твизлов, потому что партнер уже вышел раньше с первого твизла. Так что снизили ему уровень до третьего. Ну да, и минус судьи поставили, минус 0,31 за именно серию твизлов. Ну, как будто бы для болельщиков сожалению. это не очевидные ошибки, и само впечатление от ребят только положительное. Это правда. Поздравим их с этим чемпионатом и с объемом творчества в этой тренерской группе. На лед приглашаются Софья Шевченко. Танцевальный дуэт под руководством Елены Масленниковой и Илья Вербуха. Потрясающих творческих людей Софья Шевченко и Андрей Ежелов в программе на музыку из фильма «Анна Каренина». Они там демонстрируют множество находок. Ну вот, например, в парном катании они нашли прекрасный тодос.
Боже, как же это все красиво и необычно. Как много в этом танце придумок. Мне казалось, что вот с одной стороны он пролетел как на одном дыхании, но мне казалось, что он так наполнен этими придумками, что я сейчас целое кино посмотрел. И во всем. От переходов в твизлах до каких-то входов на другие элементы. Ну, просто потрясающе. Я очень люблю эту программу. Да, действительно, спасибо ребятам, что не опустили руки после неудачного проката ритмического танца. Сегодня выдали такое катание. Катались как последний раз в жизни, как мне кажется. И очень и очень здорово было, захватывающее было зрелище. Огромные молодцы. Мне показалось, что спортсмены стали больше доверять друг другу и раскрывать эту программу вообще совершенно по-новому, что мы можем увидеть, уже просмотреть все интересные находки, которые были заложены во время постановки этого танца. И мы смотрим сальто Андрея Ежелова, который без сальто со льда не уходит. Это все специально для зрителей. Вот очень Специально здорово, для вас. что ты сказала про доверие, потому что у них есть еще такие элементы, некоторые, когда вот прямо аж дух захватывает, и думаешь, она не боится вообще головой удариться о лед и так далее. Ну, как простой зритель, да? Вот была ситуация во время того, как они на Гран-при в Москве исполняли хореодорожку, и у них там есть очень интересный момент, когда Андрей поднимает Соню и потом кладет на лед. И там произошло падение, Соня ударилась головой, очень было неприятно, скажем так, а сейчас это было исполнено красиво, и как раз-таки за счет того самого доверия, мне кажется, у спортсменов и получается делать элементы. И выглядит это прям шикарно. Очень много интересных находок и позаимствованных из парного катания в том числе. Например, вход вот в это совместное вращение был такой из полутодоса такого выполнен. Все-таки я так и знал, что назовешь его полутодосом. Потому что, да, действительно, до тодоса, как в парном катании принято, он не дотягивает, но, тем не менее, попытка сделать так интересную находку тоже говорит о том, что пара ищет себя, ищет элементы, ищет то, чем можно удивить. Вот как раз-таки про то, что я говорила, про то самое удачно исполненное, ну, нельзя назвать его падением, но это хореографическое да, движение. И в повторе сальто, а то телезрители не видели, что тут исполнял Андрей. Любит он это дело. Очень хорошо судейская бригада оценила спортсменов, неплохие уровни и надбавки. Да, и они получают достойную оценку за свое произвольное катание. И общая сумма 157 баллов 13 сотых. На лед приглашаются Таисия Личевская, Дмитрий Щербаков, Москва. Питерские трибуны снова тепло приветствуют землячку Таисию. В произвольном танце Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков демонстрируют нежное и эмоционально насыщенное катание. Отличный творческий диапазон. Песня в исполнении Бруно Пеллетье и Лизы Ламли. Интересная интерпретация трека Radiohead. When you were here before, could look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. You're so special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here?
Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков с огромным таким эмоциональным зарядом выступили в своей произвольной программе, которая, мне кажется, им, во-первых, очень идет, во-вторых, им всем как-то вот нравится, с удовольствием катаются. Да, действительно, ребята катаются с удовольствием, и это видно невооруженным глазом. Но, как мне показалось, именно если брать композицию музыкальную и эмоциональный окрас ребят, как будто было небольшое несовпадение, потому что больше все-таки драматизма, мне кажется, в этой композиции, чем такого простого человеческого счастья. Вкусовщина, скажете вы, а я скажу, о вкусах не спорят, поэтому золотая середина. Не знает, что сказать. Это в хорошем, интересном Ксения смысле Румянцева. или плохом? Была допущена досадная ошибка между элементами. Даже вот сейчас уверена, что нам ее покажут на повторе, сможем подробно увидеть, что же там произошло. Благо, что это случилось не на самом элементе, а уже после, и на уровне это никак не повлияло. Только на вторую оценку и на GOE, которые получили спортсмены на добавку. Что понравилось мне в этой паре, что как будто бы все на очень большой скорости ребята выполняли, и вращения, и вращательные поддержки, то есть очень динамично было выполнено, совсем немедленно. Это правда так. И вот сейчас мы видим секцию твизлов, на которую спортсмены просто влетели на очень быстрой скорости. И из-за этого, как мне показалось, именно из-за этого было как раз расхождение на падение. первом твизле. Да, видим. Просто был переход хореографический, и потеряна концентрация, потеряно равновесие, и, к сожалению, допустила падение партнерш. Мы уже сегодня отмечали яркость этого дуэта, и я думаю, что как раз-таки эмоции перебрали, в принципе, свое. взяли и, верх. да, взяли верх над спортсменами. Ну вот обычные зрители, я уверен, этот штраф не поймут, потому что они даже не заметили, что вообще произошло. Как будто бы это все было в рисунке танца. Ну, Удачно отыграли. Это тоже мастерство. в том числе. Но у нас фигурное катание на коньках, а не на других частях тела. Поэтому, да, равновесие потеряно, штраф выставлен. И Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков на данный момент на втором месте. На 3 балла уступают Софье Шевченко, Андрею Ежлову. Ну и после самого молодого на этих соревнованиях Дмитрия Щербакова выходит самая молодая на этих соревнованиях Ольга Федорова. Готовьтесь к настоящему шоу Федорова и Драко с произвольным танцем «Кабаре». Надеюсь, эту программу вы еще не раз пересмотрите благодаря Первому каналу, потому что партия каждого партнера настолько тщательно проработана, что за всем уследить просто невозможно. Вот так работают тренеры Денис Самохин, Мария Боровикова и Николай Никонов. You have to understand the way I am. Mine hair. A tiger is a tiger, not a lamb. Mine hair. You'll never turn the vinegar to jam. Mine hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. Toodaloo. Bye, my lieber Herr, farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, my hair. Don't dab your eye, my hair, or wonder why my hair. I always said that I was a rover. You must admit you're brown. You should have known by now. Every cause to doubt me, my hair. By my lieber hair, well, my lieber hair was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. You'll get on without me. I sing, it's my
loves a winner, so nobody loves me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. All the odds are in my favor, something's bound to begin. It's gotta happen sometime. Maybe this time I'll win. Maybe this time I'll Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel you have nice and you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion you can link, ding-a-ling goes a mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, so you're more than you won't got a lot, you can take it on the chin, pull a cab and begin to recover on your 14 garage blocks. When you happen to be cold, when you snap, when you freeze in the winter, when you curse in the wind at your face, when you happen to your shoes, when you happen to your shoes, when you pay and you look 30 pounds underweight, when you go to get a word of advice from the fat little bastard, he will tell you to love them more. But when hunger comes a rap, rat-a-tat, out the window. Out the window, Who said? hunger. See a love rise out the door. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes a world go round, that king sound. Oh, money, 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 money. Get a little money, 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 money. And the buck for the money, it makes the world go round. Ольга Федорова, Павел Драко, Оленька, наша дорогая. Такое расстройство. Но я, честно, я еще вчера чувствовал вот какое-то такое волнение накрыло этих ребят. И даже в ритм танца. И мы вот пересеклись в коридоре. Я говорю, ну ты что, волнуешься? Говорит, ну, есть такое. И ну, это вот ни в какое сравнение не идет это кабаре с тем, которое мы видели в Москве. В Москве просто разрыв был зала, здесь, к сожалению. Да, видимо по реакции ребят, что сами они все понимают, что действительно много-много наковыряли в этом кабаре, в этом произвольном своем танце, ярком, музыкальном, именно танцевальном. Вот то, что и требует, в принципе, критики от танцев, чтобы больше было танцевальности. Здесь все было, но, к сожалению, не все чисто. Действительно, главный старт турнира. Волнение у спортсменов зашкаливает, но не могу не заметить прогресс в артистизме у ребят. Несмотря на все ошибки, они отыгрывали до конца своего произвольного танца. И вот сейчас мы видим первое досаднейшее падение у Оли во время исполнения дорожки шагов. Вот просто решила присесть. Зачем? Непонятно, очень грустно. Ну, вот Денис спросил, ну что ты, не пошло? Ну вот не пошло что-то. Небольшое расхождение тоже на третьем твизле было. И, к сожалению, после падения, и, в принципе, после любого такой досадной ошибки спортсмены теряют уровни, и судейская бригада не может поставить выше, чем +3. Это да. За надбавку. Мне и в первом твизле показалось расхождение. Такое прям совсем легкое. Была вот какая-то... Да не хочется даже, конечно, концентрироваться на всех этих ошибках. Вот выход из поддержки еще, да, не Просто попали. партнерша, да, не поймала баланс. Ну, это как будто, мы называем это снежный ком, когда делаешь какую-то неожиданную для себя ошибку, потом не можешь отключиться и начинаешь вот ковырять, и вот как снежный ком собирать вот эти недочеты в произвольной программе. Поэтому тут их целых 2, и, конечно, для танцевальной программы это слишком много, на -2 элемента. Я уверена, что спортсмены со своим тренерским штабом проведут работу над ошибками, все исправят и будут нас радовать вновь своим ярким произвольным танцем, который мы привыкли видеть и хотим видеть.
Да, сама Татьяна Анатольевна в одном из интервью говорила про этот танец, что он просто обалденный после московского этапа. Это так оно и есть. И ребята просто замечательные. И сегодня, да, это, конечно, катастрофа, но это катастрофа сегодняшняя. А завтра, ребят, пусть ее больше не будет никогда. Пусть все забудется, наладится. На лед приглашаются Анна Коломенская. В этом сезоне фигуристы вернулись к образу, который нес им успех в юниорах. Анна Коломенская и Артем Фролов. Снова в страстном танго, но теперь в образе Кармен. Новая интерпретация подчеркивает их прогресс. Нетривиальная постановка школы Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой.
Также эффектно это все. Анна Коломенская, Артем Фролов. В восторге публика, и причем не только от элементов, но и от каких-то хореографических находок, от которых снова захватывает дух. Да, только в начале, когда ребята выходили на лед, ты назвал эту постановку нетривиальной. А это более чем фантастическая какая-то креативная постановка. И я хочу отметить то, как ребята тихо катались. Тихо — это значит, что мы не слышали на протяжении всего танца вот этого скрежета конька об лед, то, что в танцах ценится. Я прям ловил себя на мысли, как мягко ребята исполняют свои сложнейшие шаги, закладывают такие глубокие дуги. Причем местами же музыка практически стихает. Это такая вкрадчивая, что ли, подача. И у ребят прям кошачье было сегодня катание. И мне очень понравились и ребята, и их программа, и их элементы. И Артем вообще артист настоящий. Вообще Аня с Артемом сделали огромный шаг вперед в интерпретации своего музыкального произведения и показали нам эту программу совершенно под другими красками. Прожили каждый момент своего танца. Вот сейчас мы видим твизлы на экране. Они выполнены были очень хорошо, очень близко, очень параллельно. И судейская бригада также их оценила на 2/4 уровня. И хорошая надбавка. Да, когда здорово сделали эти твизлы, такой жест рукой Анна сделала, как будто четверной тулуп выехала. Анна сегодня много интересных жестов делает. Вот сейчас на поддержке также, когда они ехали, там надо 3 секунды выдержать, чтобы засчиталась позиция. И Анна очень красиво отыграла эти 3 секунды таким же, но уже совершенно другим жестом руки. И это выглядело красиво. Да, отличная хореография. Вот этот момент я каждый раз вздрагиваю и думаю, все на стадионе здесь вздрогнули, что случилось что-то не то. А случилось очень даже то. Хореография случилась такая замечательная. Да, действительно, поздравляем мы и Анжелику Крылову, и Людмилу Алексееву, которые сейчас в Кисенкрае довольны катанием ребят. Я, кстати, хотел отметить насчет хореографии, что вот теперь вместе с Анжеликой и Людмилой тоже выводят на лед и Елизавета Новиславская, которая вроде как совсем недавно с этой группой тоже стала работать. Так что хореографии будет еще больше, еще четче, еще круче. Ждем Вот и она. оценок. Такая заметная девушка. Очень яркая. По произвольного танца Анна Коломенская, Артем Фролов набирают 107,79 И, баллов. набрав 107 баллов, они опередили, естественно, всех тех, кто выступал до них. Сейчас на 20 баллов у них по сумме опережение перед Шевченко и Ежловым. Первая группа участников завершила свои соревнования, и ждем вторую. Встречаем на льду участников второй группы. Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин, Москва. Варвара Жданова, Тимур Бабаев-Смирнов, Москва. Елизавета Шичина, Павел Дрозд, Москва. Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Москва. Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов, Москва. Разрешена разминка. Следующая группа участников на льду. Спортсмены, которые накануне выступили чуть лучше тех
5, которых мы видели до этого. Но это не значит, что они не столкнутся в общей сумме. На 10-м месте Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. И вот с 10-го и выше мы с вами сейчас поднимемся в этой группе. Милана и Дмитрий будут кататься первыми. Они второй раз на чемпионате России, но в прошлом году были лишь 12-ми. В этом году без наград, но в Омске на Гран-при 4-е место у них было в шаге от пьедестала, как говорится. Их тренеры — это Ирина Жук и Александр Свинин. Одни из ключевых танцевальных специалистов в нашей стране. Также вместе с ними на ваших экранах Анастасия Шпилевая. Милана очень творческий человек, любит рисовать. Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов на ваших экранах. Еще одни ученики Екатерины Волобуевой, Ксении Румянцевой. И ждем их программу на музыку из «Жестокого романса». В этом году они блестяще выступили в Москве. Вот Москва вообще была как-то богата на такие шикарные выступления. В частности, и у Варвары с Тимуром тоже. Тимур, кстати, раньше катался с Миланой Федоренко и с Таисией Линчевской в том числе. Варвара выступала с Дмитрием Блиновым. Длинная у них была судьба, тоже спортивная, прежде чем встретились. Но встретились уж точно не зря, потому что у них совершенно потрясающий дуэт сложился. Елизавета Шичина, Павел Дрозд. Еще одни ученики Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой. Две пары подряд выводят эти тренеры на лед. Причем Павел Дрозд очень опытный спортсмен. 30 лет ему. Катался он раньше с Елизаветой Шанаевой. Был призером чемпионата России, 2-е место. Ну, а вместе они пока что были только 10-ми на чемпионате России. И в этом году бронзу и серебро взяли в Магнитогорске и в Омске. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Также ученики Ирины Жук и Александра Свинина. Ирина Жук и Александр Свинин сами в прошлом великолепные спортсмены. Ирина каталась с Олегом Петровым, Александр катался с Ольгой Воложинской. Были призерами чемпионата Европы, конечно же, чемпионата СССР. Богатейший опыт. И Софье и Даниилу хочется пожелать на этом чемпионате полного восстановления после травмы, который помешал им прогрессировать на Гран-при. Как в Магнитогорске они были 2-ми, но вот в Москве выступить не смогли. Ну и в завершении этой группы Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов, как их называют болельщики, «Рыбки». Ученики Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой. И также, конечно, нельзя не отметить их акробатические навыки, которые они обретают в работе с чемпионом по акробатике Денисом Ионовым. Только 2-й сезон проводят Екатерина и Иван на взрослом уровне. Ну и навязывают свою борьбу лидерам. В частности, если в Красноярске они были 4-ми, то в Москве на Гран-при уже 2-ми. Интересно следить за этой парой. Такие яркие костюмы у спортсменов интересные, у некоторых прямо аксессуары, конечно, нельзя использовать, да, но сами вот детали у костюмов у некоторых прям, театр отдыхает, я считаю, и кино. А это разминка, и Дарио Черезано бегает, пока все мнутся, да, на коврике. Дарио неугомонный. Всегда в движении. Не зря он так много пьет кофе. Итальянец, что поделаешь. И, конечно же, тоже питерская девушка Александра Степанова.
Еще одна танцовщица родом из Санкт-Петербурга Милана Кузьмина в паре с Дмитрием Студеникиным. Для исполнения Играют произвольного танца на него Клеопатру, приглашается последнюю Милана египетскую Кузьмина. царицу из греческого рода Птолемеев. Вот всю жизнь Клеопатра сражалась, отказывалась подчиняться Риму и, по легенде, покончила с собой, чтобы избежать унижения. Но сегодня у нас история любви. Ну, конечно же, Клеопатра и Марк Антоний. Великолепный, мощный, такой исторически насыщенный танец в исполнении Миланы Кузьминой и Дмитрия Студеникина. И вот снова мы видим
Да, почти слезы. Ну, почти слезы, но это слезы радости, я так понимаю. Хотя, вот, София, можешь мне подсказать, почему второй уровень на твизлах у партнерш вроде мне казалось, что все чисто исполнено? Я вот уверена, что его также будут показывать на повторе. И сразу могу сказать, что у Миланы это частая ошибка в произвольном танце. И из-за этого слетает уровень. У них первый твизл, и там положение купе, когда нога прижата к опорной. И это положение надо принять за полоборота, то есть как только начался элемент. А Милана это делает чуть позже, поэтому автоматически судейская бригада не может оценить его на максимум. А если вылетает какая-то из групп, там их всего 3, но это очень-очень сложно и заумно, если все объяснять. Но в любом случае вылетает одна группа. Вылетает одна группа, и уровень сразу понижается на 2, то есть с 4-го на 2-й. Обидно. Несмотря на это, очень хорошая надбавка, потому что твизлы были исполнены близко, параллельно. Да и вообще мне кажется, что здесь очень точное попадание в образ, потому что вот как раз твизл. Купе, видимо, что было принято чуть-чуть попозже. Получается, прошел оборот, и только потом она приняла эту позицию. Да, и возвращаясь к образам, как будто бы образ Клеопатры прям идеально Милане подходит. Хороший, да. И Марк Антоний тоже не отстает. Мне вообще нравится эта программа и то, как она начинается с этой поддержки вращательной на одном месте. Очень красиво. Stationary lift, да, как он называется. Вообще очень уверенно поддержки выполняет Дима, и это здорово за этим наблюдать. То есть смотрите, сколько смен положений, смен в кораблике тоже, смена ребер происходит сначала в наружном, потом это вот во внутреннем. Мы видим комбо-лифт, поэтому там сначала он едет в одном направлении, то есть по одной дуге, а потом уже в другой. И не могу не уделить внимания, что ребята поработали и прям с деталями очень-очень хорошо. Все позы проработанные, очень четкие и красивые. Все-таки вот меня интересуют эмоции спортсменки. Почему Милана так переживает? Это эмоциональный какой-то перегруз или они действительно из-за чего-то расстроились? Ну, может быть, она понимает, что где-то потеряла Да. уровень, где-то допустила ошибку, которую мы, может быть, зрительно и не заметим сразу, но сам же ты чувствуешь. И За даже исполнение произвольного танца Милана Сам собой не Кузьмина, поспоришь. Дмитрий Ну, нам Студенин очень набирают понравилось. 108,17 Супер. балла. Они впереди, опережая ближайших преследователей на 2 балла. На данный момент они занимают первое место. На лед приглашаются Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов. На льду чемпионата России в Санкт-Петербурге чрезвычайно точная в своей выразительности пара Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. Их постановки знамениты портретным отображением героев, будь то Валерий Леонтьев, Карандышев или даже сам мохнатый Шмель, если понадобится. Варвара же прекрасная Лариса Дмитриевна, трепетная, влюбленная, метущаяся. Когда Валентина Пономарева поет романс в этой программе, за кадром у зрителей подступают слезы. Выдыхаем на Михалкове. Я словно бабочка к огню, стремилась так неодолимо.
волшебную страну, где назовут меня любимой, где беспородный день любой, где не страшилась я б ненастья. Прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье, но снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти. Весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье. Мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской багровеющие небеса. Так вперед за цыганской звездой кочевой на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна на рассветный ползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, глаза глядят бесприютной тоской, Варвара Жданова, Тимур Бабаев-Смирнов. И эти аплодисменты, безусловно, не только этим прекрасным спортсменам, но и великолепному тренерскому дуэту Ксении Румянцевой, Екатерине Волобуевой с такой длинной, интересной судьбой. Тоже эти девушки, которые делают такие прекрасные программы. И я хочу сказать, что это вот как нужно чувствовать и публику, и всех, чтобы вот прям сразу включилась музыка и сразу пошли аплодисменты. Вот очень хорошо они чувствуют, где и как публика на что будет реагировать. И включались аплодисменты сегодня на этой произвольной программе раз 5, по-моему, потому что это все хиты и все настолько органично, и так трепетно, и так вовремя. Я восхищен. Да, действительно, как будто бы мини-спектакль. Да что там спектакль, целый телефильм мы посмотрели. И как менялся и темп, и настроение ребят. Наблюдать за ними одно удовольствие. Хорошо, когда два тренера сразу обнимают обоих спортсменов. Лучшая оценка для спортсменов — это не только высокая судейская оценка, это еще и оценка зрителей. Сейчас юбилейные прямо и крики «Браво!» и аплодисменты. Действительно, ребята нравятся в первую очередь публике, потому что невозможно не заметить, как ребята живут, дышат своей программой. И помимо этого они успевают улучшать качество своего катания. Вот сейчас мы видим твизлы на экране, которые были исполнены очень близко, очень параллельно и оценены на 2/4 уровня и с хорошей, конечно же, надбавкой. Комбинированная поддержка. Да, из одной позиции в другую. Такие органичные, такие спокойные. Вот как будто действительно просто рассказывают историю, они что-то такое вот изображают, выдумывают.
и очень лаконично расположены элементы в этой программе. Тут прям огромное спасибо тренерскому штабу за эту постановку и ребятам за то, что воплощают все свои идеи в жизнь. Всю последнюю часть аплодисменты сопровождали эту программу, потому что под мохнатой шмель удержаться на месте и не пуститься в пляс, наверное, невозможно. Да, это очень красиво, очень душевно. Это прям две хитовые программы у них, что ритм-танец, что произвольная программа. Они абсолютные звезды, их любят, на них идут, им аплодируют, их поддерживают. Единственное, небольшую надбавку спортсмены получили на поддержке по прямой. Всего лишь 0,62 балла, потому что был зубец в конце у Тимура, но на уровень не повлияло. Все хорошо. 107,40 балла. Сумма за два танца. Это 107 баллов, они впереди по сумме двух программ, хотя в произвольной уступили Милане, Дмитрию и Анне с Артемом. На лед приглашаются Елизавета Шичина, Павел Дрозд. Одна из самых шумных киноисторий последнего времени в танцевальном воплощении Елизаветы Шичиной и Павла Дрозда. Вторые ученики Румянцевой и Волобуевой подряд выступают сейчас на чемпионате России. Музыка Марко Белтрами – совершеннейшая классика кинематографа. Она – основа для драматической истории балерины Ксишинской и цесаревича Николая.
очень красивая пара. Елизавета Шичина, Павел Дрозд с такой драматичной судьбой. Ребята, вот они нашли друг друга 1,5 года назад, начали выступать, потом им мешали эти проблемы со здоровьем. Вот они снова набирают обороты. И, конечно, чувствуется вот то, что эти ребята... Елизавета Шишина, Павел Ну, вот, Дрозд. Наполняют и покрывают собой всю арену. да, это абсолютно точно. Да, катались на одном дыхании сегодня, и любовался я буквально этим танцем, потому что настолько все выверено, без потери скорости, с хорошим покрытием льда, и только положительные эмоции вызывает такое катание. Паша, конечно же, матерый такой танцор, взрослый, понимающий, что нужно делать, как вести партнершу, и так откликающаяся на его действия Лиза. Это наслаждение, а не прокат. На героев фильма они прям вот портретно похожи, как здорово реализовывают эти образы. Хочется вот отметить, что действительно Павел очень опытный партнер и получает практически за каждый элемент не ниже 3-го уровня. Мгм. Это высшее мастерство. То есть это ты вот сейчас так отметила, что у Елизаветы не все элементы Вот, на данный соответствующего момент уровня. мы видим, что на дорожке шагов Елизавета получает всего лишь 1-й уровень сложности. Однако хочется заметить, что вот сейчас мы видим поддержку, и также там уровень изначально стоял 3-3. Сейчас судейская бригада подняла до 2/4 уровней. Я, кстати, обратил внимание, что вообще судейская бригада на чемпионате России периодически пересматривает что-то в пользу спортсменов. Ну, так и должно быть, я считаю, потому что нельзя же все время только карать. Иногда нужно и пряником спортсмена порадовать, да, то есть надбавками. Иногда должна лодка качнуться и в пользу спортсмена, и хорошо, что это происходит. Но есть у них и 4-й уровни на двоих. Это, например, твизлы, которые они сделали с хорошим плюсом. Там у обоих спортсменов 4-й уровень. Твизлы были исполнены на невероятной скорости, очень быстро. Параллельно. Это без сомнений. Очень драматично, очень красиво. Тренеры довольны. Хорошие надбавки получают спортсмены, что немаловажно. Самые большие надбавки за поддержку, конечно, 3,29. За комбинированную. Действительно, если говорить про разницу, почему спортсмены делают именно комбинированную поддержку, их можно сделать и две отдельно, просто проще, и как раз таки можно получить хорошие плюсы. 114,81 балла. И они на первом месте, как по произвольной программе, так и по сумме баллов на 10 баллов опередили Жданову и Бабаева-Смирнова, своих товарищей по льду. На лед приглашаются Софья Леонтьева, Даниил Горелкин. Ученики знаменитых тренеров Александра Свинина и Ирины Жук, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. 7-е после ритм-танца с очень небольшим отставанием от ближайших конкурентов, которых они, кстати, обошли по компонентам. Техника восстанавливается после травмы. В произвольной их тема «Мелодии земли».
Какая же необычная, нетривиальная, абсолютно ни на что не похожая программа. Какие они в начале, как тигры, как пантеры, такие крадущиеся, медленные, потихонечку, а потом забирают весь каток, весь зал. Как за этим интересно наблюдать, за развитием вот этого танца, просто головокружительно. Да, действительно, очутились мы где-то в джунглях вместе с ребятами. Создали они абсолютно точно эту атмосферу, этот образ, сложный образ и очень оригинальный, потому что не часто танцоры берут такие этносы, знакомят нас с этносами. И хотелось бы даже, может быть, мне побольше чего-то такого, потому что действительно отличается, интересно. Вот. Но очень сдержанные эмоции у ребят, не знаю уж почему, может быть, нам София на повторах объяснит, что же было не так. С удовольствием объясню, потому что были допущены ряд ошибок, которые не совсем заметны для обычного глаза. И, в принципе, только на пересмотре техническая бригада будет все выверять и понимать точно, была ли ошибка, не было ли ошибки. И если мы говорим уже про элементы, то у Сони спустился уровень на твизлах с 4-го на 2-й. И это произошло из-за того, что, я думаю, нам сейчас на повторе должны показать твизлы. Вот они как раз-таки начались. Первый твизл был исполнен хорошо, руки выпрямлены, все как надо. А вот после перехода уже на 2-м твизле Соня потеряла баланс и прям боролась за этот элемент. И были тройки. И из-за этих троек как раз-таки, так скажем, полетел уровень вниз.
Да, очень много нюансов в танцах на льду, которые вот именно под микроскопом нужно разбирать и очень хорошо понимать, что же происходит на льду, чтобы увидеть недочеты. Я, например, увидел вот этот недочет. Видите, тоже борются так, коньком ребята. И смещение произошло во время вращения. Конечно, это тоже, как и в парном катании, так и в танцах на льду, плюсовую оценку сложно получить за такое исполнение. Но вы считаете, что повлияло вот на их выразительность эти две ошибки? На выразительность ни в коем случае. Ты просто сказал, что они были сдержаны. На праздную после проката. Я думал, во время проката. Нет, Я удивился. Нет, именно после окончания программы мы не увидели каких-то жестов, показывающих, что ребята полностью удовлетворены своей проделанной работой. То есть было видно, что ребята понимают, что где-то были у них моменты, которые доставили им дискомфорт во время катания. Я думаю, также сказалась травма, которая была у Сони. Да, безусловно. Пока еще не отпустила до конца. И они по произвольной программе совсем чуть-чуть уступают Шичиной Дрозду. И 0,2 проигрывают в общей сложности. Второе место. На лед приглашаются Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов, Москва. Еще одна прогрессирующая пара Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. В прошлом году на чемпионате России были 11-ми, а в этом году, например, на Гран-при заняли 2-е место вслед за Степановой и Букиным. Неплохо для недавних юниоров. Сейчас они 7-е, но в суровом окружении.
разнообразие программ мы получаем на этом чемпионате. Такие интересные образы воплощают. И такая интересная пара вот со всеми этими своими придумками, акробатическими какими-то элементами. Но именно у этой пары с таким акробатическим бэкграундом и срыв на поддержке. Да, вообще, на самом деле, неожиданно от этой пары количество ошибок в этом танце, потому что я всегда про них говорю как про настоящих технарей. То есть они все настолько выверенно катаются, Да. Не по-юниорски, прямо очень так уже мастеровито, и всегда я отмечаю это после их выступлений. Но сегодня как будто бы у танцев что-то прямо такой накал, что есть все ошибаются, все с какими-то маленькими недочетами катаются. То есть действительно вот это место под солнцем, место в сборной такое давление оказывает на наших спортсменов, что даже такие технари, как Катя и Ваня, оказывается, могут оступиться. Действительно, были допущены ошибки, очень неприятные ошибки, которые повлияли на баллы и на общую картину самой программы. Причем начали спортсмены очень бодро, и вот свою первую поддержку исполнили красиво, выверенно и на 4-й уровень. Да, совместное вращение тоже ребята стараются оригинальничать, находить какие-то новые хваты, новые положения, новые переходы при смене позиции, смене ноги. Ну, хореография выше всяких похвал. Программа очень интересная. Она сначала зачаровывает, как-то убаюкивает, а в конце просто взрывается. Сейчас нам показаны твизлы, как раз-таки на которых Иван допустил ошибку. Потеря баланса, не докрутил конек и, собственно говоря, вылетел из сложного поворота. Потерял он 1 уровень, потому что это уже был последний оборот, как я, в принципе, сказала. Ну и, конечно же, минусы по судейской оценке за такое спотыкание. Сурово. Да, действительно, и очень жаль, потому что программа так, с претензией на очень-очень высокие оценки. Но при этом невозможно не отметить, что у Кати стоит 4-й уровень сложности на дорожке блок, как мы ее называем. Дорожка на одной ноге, параллельная. И у Вани стоит 3-й уровень. То есть очень хорошо, очень по достоинству оценили. До начала вообще был сумасшедший. Вот до этой поддержки злополучной, вращательной, собственно, все и было и по уровням, и по оценкам. Посмотрите даже вот по протоколу, который сейчас был на экране. Там везде стоит 2, 3, 2, 6. Везде плюсы, потом бамс, минус, 1, 1, минус. Потому что, как уже говорили, в принципе, Снежный сегодня, ком. и снежный ком, и как только допускаешь одну ошибку, выше, чем +3, тебе поставить, ну, никак не могут, как бы хорошо ты не выполнил свой элемент. Ребята прекрасные, конечно. Ребята все понимают, мы видим, да, что есть поддержка тренеров, поддержка друг друга, но счастья мы не видим в Киссенкрай, скорее край, чем кис сейчас происходит. Сейчас мы также видим, что уровень сложности твизлов у Ивана понизили до 2-го. Да, оценка еще падает, и, конечно же, сейчас волнительно и промежуточным лидером Шичин и Дрозд. Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов набирают 103. Итак, Екатерина и Иван 6-е по произвольной программе проигрывают 75 всем занимают 5-е место. большое количество баллов и на 5-м месте по сумме 2 программ с отставанием в 11 баллов от лидеров. Объявляется технический перерыв для подготовки льда. После Вот которого такая судьи обстановочка у нас участников на танцах сильнейшей сегодня на группы. чемпионате России. Да, Мега действительно, нервная. мы предполагали, что будет некая интрига, и интрига, она уже прямо с первой группы участников началась, а во второй продолжилась. То есть никто, я думаю, не ожидал, что Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов опустятся так низко в турнирной таблице. Очень жаль, потому что и Милане Кузьме и Дмитрию Студеникину ребята уступают, Варваре Ждановой, Балбаеву, Смирнову, Тимуру. То есть пропустили вперед действительно 4 дуэта сразу же, и, конечно же, ребят хочется поддержать. Хочется отметить, что это не свойственно для этих спортсменов. И, в принципе, досаднейшие ошибки танцевальные дуэты сегодня допускали. Хочется пожелать им сил. И мы переходим в студию, где наши прекрасные Евгений и Алексей обсудят происходящее. Очень напряженная
проходили произвольные программы танцев на льду? Не, напряженные не только по восприятию, а просто по эмоциям, потому что потихонечку уровень, профессионализм и эти эмоции неподдельные, искренние, человеческие, они только начинают свой путь по восхождению на гору. Круто. Ну, было по-разному, абсолютно, и чувствуется, что многие пары хотят показать свой максимум, а, как правило, на таком уровне, когда ты выходишь и действительно очень сильно хочешь, начинаются какие-то срывы. И они были, к сожалению, были помарочки. Но самое главное, ведь танцы на льду – это танец двух человек. Это танец о их взаимоотношениях. Про любовь, про те трудности, через которые нам порой стоит проходить для того, чтобы обрести истинное счастье. Это наши танцы на льду. У нас, кстати, есть несколько дуэтов, с которыми мы уже поговорили, пообщались, и было бы интересно узнать, что же происходит в их голове и насколько им самим понравилось выступление сегодня здесь, в Дворце спорта «Юбилей». Ну а сейчас на очереди у нас очень яркий... Одна из самых ярких пар, которые особенно в коротком танце очень запомнились нашим зрителям, и, уверена, не только зрителям, но и судьям. С нами поделились своими комментариями Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. Смотрим. Ребят, спасибо вам за классный прокат. Вы такие яркие, вы такие самобытные, вы очень солнечные и позитивные, поэтому с позитива я и хочу начать сегодняшнее наше общение. Вряд ли у вас есть время читать комментарии после ритм танца, поэтому я вам процитирую ваших поклонников. Если бы ребята в этом сезоне поехали на международные старты, Валерий Леонтьев отправился бы после этого на мировые гастроли. Такие они зажигательные. Вот как вам такая оценка ваших болельщиков? Дорогого ли это стоит? Это очень дорогого стоит. Мы вообще безумно любим наших болельщиков. Они у нас самые лучшие. Сколько они нам пишут, создают телеграм-каналы, посвященные нашему ритм-танцу. На трибуне, что творится, это вообще, мы прям хотим сказать большое спасибо. Это очень помогает. Да, каждого обниму. И если подойдете, каждого обниму. А через интернет вообще всех обнимаю, кто пишет что-то хорошее. Просто безмерная благодарность. Произвольный танец не меньшее великолепие, чем ритм-танец, и очень сложный. Поэтому расскажите, как сегодня выступали, расскажите о нюансах, которые мы, как болельщики, могли не заметить. Мы очень долго готовились, когда только выбрали музыку, потому что, да, правда, серьезная тема. Мы читали книгу много раз, пересматривали фильм, смотрели какие-то определенные моменты, которые у нас есть. У нас же в произвольном танце несколько музык из фильма, и мы смотрели каждую часть по много раз, что именно происходило в этой части, какие эмоции переживали герои, что они чувствовали. Да, просто хотелось как-то передать этот образ со всей его многогранностью, то есть просто посмотреть фильмы, какие-то общие черты взять, наверное, не так тяжело. Но вот именно передать эту историю во всех красках и во всей насыщенности на льду, это намного сложнее. Мы действительно очень много времени на это потратили, и в прошлом сезоне, и не меньше в этом, даже, я бы сказал, побольше. Вы так погрузились в образ, но самое очевидное, то, что на поверхности не заметили. Почему я вам это говорю? Сезон еще не заканчивается, можете использовать. Почему бы ритм-танец Тимуру не выступать так, как он выглядит сейчас, а к произвольному танцу оставлять только усы на радость Никите Сергеевичу Михалкову? Посоветуйтесь с Ромой Савосиным по поводу усов, он мастер в этом деле. Как вам идея? Я с Ромой Савосиным уже советовался. Я, когда увидел с усами, я сказал, что это просто фантастика. Вот, спросил у него, как? Он сказал, что это секрет фирмы. Поэтому я пытаюсь, но на это требуется время. Итог какой для себя всего чемпионата? Вы довольны? Да, скорее мы довольны, чем недовольны собой. Мы все, что хотели, попытались сделать, все, что смогли. Дальше будем работать, чтобы было еще лучше. Спасибо вам большое, это вам и желаем. Еще раз цитирую болельщиков. Надеюсь на вашу долгую карьеру. Такие ребята нам очень нужны. Вы нам нужны. Спасибо вам. Спасибо большое. Вам. Вы правильно услышали. Если вам не хватает объятий, просто подходите к Тимуру Бабаеву-Смирнову, он вам точно в обнимашках не откажет. Кстати, еще по поводу обнимашек, но продолжая эту тему добрых дел,
Пожалуйста, если у вас какие-то проблемы с выбором музыкального сопровождения, а может быть даже образа, то действительно Тимур и еще один человек, фамилия которого уже прозвучала сейчас, Роман Савосин. Действительно, это два ярких спортсмена, которые настолько четко передают эмоции и настолько правильно выбирают музыкальное сопровождение. Но это еще не все. Ну да, сейчас я предлагаю переключиться на пару Софьи Леонтьева, Даниила Горелкина. Они также поделились своими эмоциями. У ребят выдался достаточно сложный сезон. У Софьи была травма руки достаточно серьезная. Никто не знал, смогут ли они вообще выйти на чемпионат России. Но они здесь откатали произвольный танец. И давайте же послушаем их мысли. Ребят, спасибо вам за это выступление. Я вас прошу, не расстраивайтесь и тем более не плачьте. Вы классные фигуристы, вы большие профессионалы, и действительно, как болельщику, на вас одно удовольствие смотреть. У вас очень насыщенный, у вас сложный произвольный танец. Насколько непростая задача додержать его и доехать до конца на все 100%. Расскажите, как сегодня это прошло. Сегодня это было неплохо. Мы старались кататься на максимум, кататься с самого первого шага мощно. Понятное дело, под конец, возможно, была какая-то усталость, но все равно старались ехать мощно, чтобы именно передать энергетику этого танца, потому что в полутонах его нельзя катать вообще, это запрещено. Тань, о чем думали во время исполнения этой программы и на кого вам было комфортнее работать? Вы смотрели на зрителя своего, на тренерский штаб, на партнершу? На партнера. Только на Соню. Не, конечно, я очень люблю играть на судей, играть на публику, но на Соню мне нравится гораздо больше. Соня, уж простите, я об этом скажу нашим зрителям. Я видел, что вы расчувствовались, пока шли к нам на интервью. Из-за чего был этот выплеск эмоций? Из-за всего того, что случилось, этой травмы? Из-за оценок, из-за того, что была небольшая помарка на вращении, из-за чего оно опустилось на второй уровень, но в целом по ощущениям ехали неплохо и, конечно, расстройство из-за оценок. Давайте будем объективны. После травмы и при сложной подготовке вы очень достойно выступили. Но сами, как общий итог, можете для себя подвести? Я хочу нас похвалить, потому что травма была непростой. Травма была тяжелая, потому что это ведущая рука у Сони. И, наверное, большинство бы просто сказали нет. Мы пропустим сезон, нормально установимся. Мы решили бороться, мы решили выступать, нам дали эту возможность, и мы показали себя достойно. После всего, что с нами произошло, после этого тяжелого периода, выйти сюда и откатать на свой максимум, который мы могли. Сонечка, примите наши слова уважения. Вы оба молодцы, желаем расти, и пусть у вас все будет. Спасибо. Как сказали ребята, давайте будем объективны. Но самое главное — оставаться еще и в позитивном настрое. Собственно, я этого и желаю всем следующим дуэтам. Оставаться в позитивном настрое и оставаться с нами в прямом эфире, потому что совсем скоро на этот лед выйдет третья разминка, сильнейшая спортивных танцевальных дуэтов. И впереди самое интересное. Поэтому не переключайтесь и смотрите фигурное катание на Первом. Встречаем на льду участников третьей группы. Анна Щербакова, Егор Гончаров, Москва. Елизавета Пасечник, Дарио Черезана, Москва. Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Санкт-Петербург. Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Санкт-Петербург. Александра Степанова, Иван Букин, Москва.
Разрешена разминка. Не знаю, как Максим Троньков выдержит напряжение этих соревнований в произвольной программе у танцоров. В финальной разминке весь зал напряжен, а Максим, с которым мы комментируем эти соревнования вместе с Софьей Качушкиной, чрезвычайно восприимчивый человек и очень переживает за всех. И я хочу сразу предупредить, готовься, сейчас будет жестко. Да, действительно, есть за кого переживать, есть за кого поболеть. И пока что танцоры как-то двоякое впечатление оставляют, потому что, ну, такой нерв в предыдущей разминке, столько необязательных каких-то ошибок и в то же время столько классных прокатов. И так все поменялось в турнирной таблице. Действительно, это интересно. Посмотрим, что же будет в этой группе. А в этой группе очередные 5 участников. Это Анна Щербакова и Егор Гончаров в первую очередь. Они выступают первыми в этой группе. Их тренеры Екатерина Рублева, Иван Шефер, Сергей Плишкин на ваших экранах. Дружный коллектив, у которых, как вы видите, очень много пар. И все они настоящая команда. Ну, здесь вот представлены парой Щербакова и Гончаров. Это московская группа, работающая в Сокольниках. Елизавета Пасечник и Дарио Черезана наконец-то в финальной разминке. Так долго ждали пчелок их присутствия здесь. Их программа чрезвычайно трогательная. Жюль Масне, Таис, тема любви. Новые костюмы у Елизаветы и Дарио. Меняют они их неоднократно. Все ищут то самое идеальное сочетание, чтобы понравилось всем, и зрителям, и судьям. И вот она, дружная команда этих спортсменов. Анжелика Крылова и Людмила Алексеева их тренируют. Но и, как мы знаем, Анжелика еще и работает в команде с Алексеем Горшковым и Екатериной Рязановой в плане пары Кагановская-Некрасов. И поэтому вот они всей такой толпой здесь находятся. Ну, а третьими будут здесь кататься Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Питерская пара. Тренер Елена Соколова. Пара, которая максимально мощную работу провела над своей программой, над этим сезоном. И техническую подготовку, и хореографическую, и даже вот, психологическую подготовку, так как в тренерской группе находится еще и психолог Татьяна Свидлова. И ездили они в Соединенные Штаты Америки шлифовать свои программы в группе Чарли Уайта. В общем, это очень-очень масштабная работа, которую у каждого спортсмена, у каждой пары, которую можно сравнить, я не знаю, там, со съемкой фильма, с постройкой небоскреба. Вслед за ними Василиса Кагановская и Максим Некрасов, претенденты на лидерскую позицию. Но быть претендентами — это одно, а попробовать победить Степанову и Букина — это, конечно же, другое. Но нужно постоянно атаковать, что и делают Василиса и Максим. Делают они это и в своем потрясающем ритм-танце, и, конечно же, будут делать это и в разрывной абсолютно программе в произвольном танце. Ну, а все взоры, много лет, восторженные взоры, иногда даже ненавидящие взоры, уставшие взоры или, наоборот, любящие взоры, они самые разные, но они устремлены на этих ребят. Александра Степанова, Иван Букин и их потрясающая тренерская команда. Александр Жулин, Петр Дурнев, Сергей Петухов. Долгое время работающий успешно, неразрывно. И Александра и Иван лидируют на этих соревнованиях. Вот хочу у Софьи спросить, вот, по-твоему, это лидерство, это какой-то большой отрыв, 3 балла, даже 2,5 балла после ритм-танца, или это ничто?
нельзя однозначно сказать, все это или ничто. В любом случае, это те самые 3 балла, которые на данный момент отделяют второй дуэт, Василису Кагановскую и Максима Некрасова, которые на данный момент занимают 2-е место от Александры Степановой и Ивана Букина. И я уверена, что сегодня каждая деталь может стать ключевой. Каждая вытянутая нога, поворот головы, рука. На все будут обращать внимание, и мы будем смотреть и наслаждаться красотой фигурного катания. И начнем с Анны Щербаковой и Егора Гончарова. В своей программе на музыку белорусской техно-блюз-группы Intelligence Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказывают о взаимоотношениях, естественно, о том, что важно по-настоящему. Не вся вот эта вот суета, не житейские проблемы, а отношения, близость, устремление, любовь. Анна кричит в кульминации этой программы, зовет своего партнера, не дает ему уйти, спасая их взаимоотношения. Это настоящий театр. Каждый день меня это с ума. Если бы вы знали, будет это всегда. Этот мир, это суета. То несет пламя, не боится всегда. Есть надежда жить и ни шагу нам. Если бы вы знали, солнце это агония, агония. Все в тебе есть у самого себя. Время не в минутах, время даже не свет. Если бы вы знали, будет это всегда. Этот мир, это суета. Если бы вы знали, это не навсегда. Есть надежда жить и ни шагу назад. Если бы вы знали цену беззакония, где огонь.
Современно, концептуально, красиво, молодежно. Это Анна Щербакова и Егор Гончаров в своей произвольной. Это просто здорово. Официальные мои поздравления этим ребятам, потому что, открывать сильнейшую разминку, когда такой юный и так мощный, и так здорово, и так уверенно, это дорогого стоит. Как же они подготовились к этому чемпионату России. Браво, ребята, молодцы. Официальный партнер Федерации фигурного катания на коньках России Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Молочок, молочок, молочок. Правильно. Действительно, молочок. Молодцы ребята. Ты знаешь такое слово «молочок»? Я знаю, что да? Я только в первый раз слышу. Молочек. Да, молочек, в принципе. Молодцы ребята. Очень чистый прокат, очень хороший прокат. Видно, что ехали с контролем, и каждый элемент выполняли так, как он должен выглядеть. Вот сейчас мы видим с вами твизлы на экране. Они все прям заговариваюсь, такие эмоции от их проката. Они были выполнены на невероятной скорости. Прям боролись спортсмены. Вот Аня боролась со вторым твизлом непосредственно. Да, действительно, в поддержках тоже Егор абсолютно уверенно себя чувствовал. Я думаю, что и в нем была уверена абсолютно Аня. И посмотрите, на какой скорости, выполняя все предписанные черты сложности, ребята катаются. Не знаю, для меня прям какое-то открытие. Все пытался я понять эту программу, потому что ребята настоящие новаторы. Они вот идут своим каким-то путем вместе со своим тренерским штабом, придумывают какие-то находки, что-то новое, концептуальное. Посмотрите, какая хореография. Даже борты используют ребята для того, чтобы их перформансы, их выступление запомнилось и было сказано как-то по-новому. Очень много интересных деталей. Просто вау. Спасибо спортсменам за такой прокат. И спасибо тренерскому штабу за то, что растят таких профессионалов своего дела. Довольные тренеры и полностью зеленая шкала справа по оценкам. Сплошные плюсы, причем очень хорошие плюсы. И Анна Щербакова, Егор Гончаров. они на первом месте по произвольной программе. И на 3 балла опережает по сумме 2 программ Елизавету Шичину и Павла Дрозда. На лед приглашаются Елизавета Пасечник. Елизавета Пасечник и Дарио Черезана. 4-й после ритм танца и отставание от желанного пьедестала меньше балла. Какая гонка! Катаются под музыку из оперы Жюля Масне «Таис». Вот все говорят, в СССР все запрещали после революции, а вот это прекрасное произведение французского композитора, наоборот, не разрешали ставить именно в царской России. Духовная цензура. Вот пойми этих цензоров. Кстати, у ребят новые костюмы.
j'ai parlé, je t'ai menti. Je t'ai menti. Браво! Браво! Абсолютнейшее браво этой многострадальной в этом сезоне паре. Елизавета и Дарио довели до слез своего тренера Анжелику Крылову. Это вне всяческих похвал, вне всяческого восхищения. Мы так рады. И Максиму по голове прилетела игрушка. И на стол федерации прилетела игрушка, и ее действительно браво, и браво кричит и зритель, и благодарный зритель, потому что стоя приветствуют сейчас болельщики эту пару. Это выдающийся пар, выдающийся вне зависимости от места, вне зависимости от оценок. Турнир для этой пары выдающийся. До мурашек меня пробрали в своем ритмическом танце, ребята. И сегодня то же самое. Я сидел и просто получал какое-то невероятное эстетическое удовольствие. На такой скорости, так уверенно. Огромные молодцы. Хочется отметить, что с самого начала спортсмены начали свой произвольный танец очень уверенно и не теряли вот этот вот накал страстей, только он продолжался и рос, что в конце, когда была кульминация программы, они выдали такое колоссальное количество эмоций, и зал взорвался вместе, в принципе, со спортсменами. Потрясающе, действительно. Потрясающе. И соглашаюсь я с Анжеликой, что исправилась. И потрясающая работа. Прежде всего, конечно, не только спортсменов, но и тренерского штаба, которому тоже нужно свои эпитеты, свои лучи любви послать, потому что если тренер до слез растрогался, то вы представляете, что творилось в зале. Сейчас мы видим, как ребята исполняют свою поддержку. Выдерживают 3 секунды в этом положении, затем меняют позу и идут во вращение. Очень чисто все было исполнено. И на высший уровень, 4-й. Много очень интересных находок. И мало того, спортсмены не только классно выполняют сложные элементы, но и все связующие шаги они делают чисто и красиво.
Да, одно движение вытекает из другого. Глаз не успевает просто даже зацепиться за какие-то лишние шаги, лишние беговые шаги. То есть все очень и очень связано между собой. Я обратил внимание, Софи, что вот ты после твизлов даже взмахнула рукой. Уж на что ты такая обычно сдержанная в просмотре танцев, но тут ты не выдержала. Действительно, так и было. Я очень переживала за этот танцевальный дуэт. Знаю, как им было непросто подходить и готовиться к этому чемпионату России. И что была проделана колоссальная работа. Работа с головой. И Лиза это сама подмечала. И очень радостно, что они... И смогли показать все, на что они способны. Два чистейших проката выдают этот дуэт. Потрясающая история на наших глазах творится. Конечно же, это первое место, но не просто первое место, а с преимуществом в 5 баллов в произвольной программе перед их ближайшими преследователями Щербаковой и Гончаровым. И они набирают 200 баллов с лишним. Это лидерская позиция. Давай что-нибудь возьмем. На лед приглашается Екатерина Миронова, Евгений Устенко. Ведущая пара Санкт-Петербурга Екатерина Миронова и Евгений Устенко под руководством Елены Соколовой будут кататься на музыку из кинофильма «Она». Благодаря им я этот фильм пересмотрел на днях, вот прям захотелось. Крутая музыка, такое настроение. И ребята здорово показывают взаимоотношения. Нереальные взаимоотношения. Что-то совершенно оригинальное. Ощущается международный уровень работы. Hello, I'm here. Hi. Hi. It's really nice to meet you. It's nice to meet you too. What do I call you? Do you have a name? Yes, Samantha. Where did you get that name? I gave it to myself, actually. Because I like the sound of it. Samantha. Lying on the moon, my dear, I'll be there soon. It's a dark and shiny
my dear, I'm safe and where? A million miles away. Еще одна очень трогательная программа. Екатерина Миронова, Евгений Устенко. Абсолютный, конечно же, успех — это их постановка. Но для того, чтобы она по полной программе сыграла, нужно же все выполнять на 100% уровень. И нужно обсудить этот уровень. Да, действительно, одна постановка лучше другой. И в сильнейшей группе какую-то невероятную мы видим борьбу, невероятное катание. И, конечно, призовое место после ритмического танца особое давление на эту пару оказывало, но как будто бы справились. Сейчас только судьи решат, кто же лучше: пасечник Черезана или Миронова и Устенко. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Что скажет наш технический специалист? Сейчас ни много ни мало бронза на кону. Да уж. Как минимум. Ну что можно сказать? Сами спортсмены немного расстроены. Сейчас их тепло поддерживает и публика, и тренерский штаб их обнимает. И говорят, что ничего страшного. Сами спортсмены понимают, что не все они сделали идеально в своем прокате, к сожалению. Ошибка была допущена на твизлах у партнера. Ему поставили всего лишь 3-й уровень. И также вращение слетел уровень с 4-го на 2-й. Вот сейчас мы видим поддержку на наших экранах. Поддержка была выполнена хорошо, очень красиво. И вот начиная с твизлов, про которые я уже упомянула, начались проблемы, да, в этой паре? на переходе вот немножко пошатнула Катю, и из-за этого разошлись на 2-м твизле, и партнеру посчитали 3-ку. А это мой любимый элемент в этой программе. Настолько интересный хват и положение. Вот танцевальное вращение нам сейчас и вот здесь показывают. потеряли, мне кажется, уровень, потому что не было положения, да, вот Да, с этого либелы. года партнерши также могут делать положение либела, и оно будет считаться как сложная позиция, но обязательно нога должна быть выше уровня горизонта, а там она скакала то вверх, то вниз. И, соответственно, судейская бригада не смогла просмотреть четкое положение, спустили уровень сразу до 2-го. Очень обидная, досадная А учитывая ошибка. то, что опережение у Екатерины и Евгения относительно Елизаветы и Дарио было меньше балла, то сейчас, конечно же, каждое движение на вес золота, да еще и таким блестящим образом до них катались Пасечник и Черезана. Вот сейчас... Все в зеленой зоне, да, для зрителей это еще очередная обманка, но на самом деле потери есть. Ну вот сейчас им вращение со 2-го уровня на 3-й перенесли, добавили. Да, но будет ли этого достаточно в общей сложности для того, чтобы остаться на пьедестале? Ну и как будто ребята радуются, да, и Лиза, как будто что-то знают. Ничего, они они счастливы просто. своим прокатом. Они всегда одни из самых светлых вообще людей на свете. Это Лиза и Дарио, прекраснейшие. И напряжение 118 баллов. Это 2-е место с отставанием почти в 3 балла от Пасечника и Черезана. И Елизавета и Дарио становятся как минимум бронзовыми призерами чемпионата России. Сумасшедший взлет и просто море слез на сегодня. И они еще не прекратились, эти слезы. Главные, наверное, еще впереди. На лед приглашаются Василиса Калиновская, Максим Некрасов, Санкт-Петербург.
Василиса тоже родилась в Санкт-Петербурге. Этот город Кагановская и Некрасов и представляет официально. А сегодня в Питере дождь. И вот капли как будто просочились через уникальную крышу юбилейного, чтобы запустить ритм программы этих прекрасных спортсменов. Rain in your black eyes. Под музыку Эцио Босса они дают запредельный объем драмы, и он накрывает нас всех.
уже все слова кончились, эмоции кончились, слезы кончились. Остается только разводить руками, а потом их обратно сводить. Разводить и сводить. Это называется хлопать, аплодировать и восхищаться этими людьми, которые совершают такие героические прокаты, героические сезоны на наших глазах. Потрясающе. Меня жизнь к этому не готовила, что в танцах на льду у нас на внутреннем чемпионате будет разворачиваться такой спектакль, такая борьба нервов. Но эти ребята как будто бы своего не отдадут. Пошли. Игрушки летят просто с трибун. И мы видим, как и Мария Петрова, Алексей Тихонов аплодирует этому прекрасному молодому нашему дуэту. И сколько сердец на льду сейчас невозможно сосчитать. Сердец болельщиков. И два больших-больших медведя тоже выкинули Василисе с Максимом. Очень тепло их встречает публика, очень любит их. И, в принципе, это оправдано. Анжелика Крылова сегодня один из самых счастливых тренеров. Тренер-триумфатор, не дать не взять. Сразу два дуэта и так здорово откатались сегодня. Ну, давай детали, детали. Давайте по деталям пойдем. Вот, мы видим поддержку с вращением. Это комбинированная поддержка у ребят. И очень любопытный момент, что они две как бы вот эти вот части поддержки комбинированной исполняют в вращении. Это далеко не каждый так может делать, и у кого-то голова может закружиться, да а уж, ребята делают это успехов. классно. А вот вращение как раз-таки немножко съехало по уровню с 4-го на 3-й. Это связано с тем, что в первой позе немножко ребят пошатнуло, и, возможно, как бы из-за этого как раз-таки судьи снизили Это уровень. очень обидно, при том, что поза такая красивая, такая Я вообще не трогательная, заметил там оригинальная. никаких проблем. Да никто не заметил, Макс. У нас тут Софию специально нам прислали, чтобы она все заметила. Но дело в том, что парные вращения, они есть и у спортивных пар. И, в принципе, я могу очень неплохо видеть ошибки в этом элементе. И как будто бы мне странно. Ну, а так Даже интересно восторг. узнать, что же не понравилось. Все уровни высочайшие. Ребята молодцы. Вышли и выложились на полную катушку. Мне нравится вот эта еще тренерская коллаборация. Два разных совершенно штаба и делают вместе одно дело. Разве это не потрясающе? Молодцы. Мне Очень даже- рады. Мне показалось, что ребята не просто катали свою программу, а проживали эмоции в действительности. То есть то, как они это чувствуют. Не только хореография, но и их реальное состояние на данный момент. Пожили насыщенно эти 4 минуты на льду. И нас за собой увлекли. И мы в этой судьбе, ну, мы ощущаем, как будто бы мы к ней причастны, да, хотя мы всего лишь зрители, но мы внутри этой судьбы. И это 126 баллов, конечно же, первое место. И по сумме двух программ 211. Поздравления Алексею Горшкову, Анжелике Крыловой, всему тренерскому штабу. Но замираем. На лед приглашаются Александра Степанова. И в завершении этого великолепного действа древнегреческая трагедия о мощи любви и слабости человека, особенно художника. Разлученные Орфей и Эвридика уже никогда не будут счастливы, но будем мы, рядовые и благодарные потребители контента.
Сколько смотрю на этих ребят и не могу понять, вот как это работает. Ходят по земле простые люди, вот так вот ходят по коридору тут в дворце спорта, по улице, здороваются, руки, ноги. Когда они выходят на лед, такое впечатление, что они вне силы притяжения. Как будто бы они вот друг друга обволакивают, как два, не знаю, как два каких-то существа, абсолютно невесомых. Как это работает? Ну, не знаю, наверное, как Аполлон подарил своему сыну Орфею лиру и научил его играть на ней, так какой-то из богов подарил Ване невероятную харизму и прекрасную партнершу Александру Степанову. Божественно, и правда. катаются они не хуже, чем на лире играл Орфей. Очень чувственный прокат, очень душевный прокат. Как они взаимодействовали с друг другом на протяжении всего танца. Вот действительно как единый организм. Вот по-другому и нельзя сказать. Как она поднимается наверх, вот как будто, вот прорастает что-то, как какой-то, я не знаю, какой-то росток. А не то, что ее взяли на поддержку, подняли, или она запрыгнула, как это делают обычно спортсмены другого уровня.
Вот все элементы были выполнены, ну, просто чисто. Я не знаю даже, что можно добавить. Высочайшие стоят у них уровни за исполнение всех элементов. Вообще это вот партнерство, которое вот годами ребята вместе катаются, уже не одно десятилетие, по-моему, и обычно мы говорим, как он смотрит на свою партнершу, а здесь как друг на друга смотрят партнеры. То есть это настоящая химия, которая возникает, когда ребята выходят на лед и, конечно, обволакивают они своим катанием, своими движениями. Вот энергия у ребят была прям в кончиках пальцев. То есть все тело было пропитано какой-то вот такой эфирностью, нежностью и их отношением друг к другу. И поначалу такая прозрачная программа, а потом все-таки они включают в конце эту мощь. И все работает. Вот невозможно отметить, что несмотря на эту мощь, которую они уже включили, они четко выполняют все свои повороты с ребра на ребро. Прям браво. А тренерский штаб, видно, такие спокойные. Так, закончилась программа. Петя что-то сказал Александру. Даже Ваня на льду в конце лежал. Это значит, что выложились на все 100. Ну, ребята более эмоциональны, чем их тренерский штаб, это уж точно. Тут, видимо, сегодня плакать никто не будет. Окей. Ну что, будем замиранием думать, что будет, да? Какая это интрига, не интрига. Но я-то верю в победу Александра и Ивана. Да. 3 балла плюс в произвольной программе и 5,5 баллов по сумме 2 программ. Чемпионские объятия номер 238. Я надеюсь, что у них не пропадет этот запал чемпионский никогда. Да. Ситуация так сложилась, что эти уникальные спортсмены соревнуются только на российском уровне. Конечно же, они спортсмены, достойные самых высоких наград, всемирных. Но все, мы надеемся, еще впереди. Главное, чтобы, ребята, у вас не пропал запал. Поздравляем! И в студии чемпионы. Ну вот, к сожалению, да, и завершились танцы на льду. Удивительный, увлекательный мир. И сейчас мы с Женей Медведевой уже находимся на этой территории фигуристов, Кисенкрай. Собственно, то место, где мы приходим и ожидаем те баллы, которые расставят всех на свои места. Ну что ж, можно баллы я, пожалуйста, крутые. поблагодарю всех зрителей, пока они еще не ушли. Спасибо вам огромное за эту поддержку. Спасибо за ту энергию. Спасибо за все, что вы делаете для нас, фигуристов. Это безумно важно. И только ради таких аплодисментов, таких зрителей хочется еще и еще кататься и работать. Спасибо вам огромное. Ну, собственно, у вас есть эта возможность, друзья. До этого мгновения Ваня и Саша были 4-кратными чемпионами России. А с сегодняшнего дня действующие и 5-кратные чемпионы нашей великой страны. Ура! Поздравляем! Спасибо большое. Ну что? Саша, почему ты так не весела? 5-й титул чемпионов России. Устала? Нет, просто на самом деле хотелось бы такую сразу оценку дать. Если сравнивать с первым днем, конечно, сегодня мы с собой были довольно меньше. Вот, поэтому, наверное, такая еще какая-то эмоция у меня внутри. Вот, а так, в принципе, я очень рада, да, спасибо огромное. Ваня уже сказал всем зрителям, безумно было приятно кататься под такие аплодисменты. И когда вы аплодируете в конце наших программ, это безумно дорого для всех спортсменов. Спасибо вам еще раз. Как прошел отдых вчерашний? Я помню, Вань, ты обещал, что какая-то экскурсия, может быть, мини-прогулочка по городу состоится. Состоялась? Она состоялась, да. Мы сходили, пообедали, потом немножко прошлись, простите, пожалуйста,
по Невскому проспекту и все. Ждал такси долго. Там нельзя было останавливаться. Там нельзя было ожидать. Ну, либо так. Но самое главное, ты вовремя оказался здесь вместе с Сашей и стали вновь чемпионами России. Мне самое главное нравится, как пристально сейчас Александра Степанова следит за тем, что показывается здесь, на этом центральном кубе, потому что анализ произвольной программы продолжается. Правильно? Да, абсолютно правильно, потому что я смотрю, как бы элементы все были выполнены чисто, вот, но я прекрасно понимаю, например, что опять-таки вернусь к этому ответу, что в коротком я, наверное, на полную катушку, если так можно сказать, каталась, то в произвольном, конечно, такого, к сожалению, не было. Мы, наверное, были больше в контроле, а все-таки хотелось бы чуть больше эмоций. Но в любом случае этот прокат чуть лучше был, чем на предыдущем старте, поэтому я очень рада. Технически мы все выполнили, все додержали. Помню, как я считала во время программы какие-то моменты, вот, поэтому спасибо огромное всем. А нам вот с Лешей Ягудиным очень нравится фраза, что победителей не судят, поэтому и вы тоже, пожалуйста, наших победителей чемпионата России сильно уж не критикуйте. Кстати, рассуждая на тему многочисленных титулов чемпионов России, хочется задать такой вопрос. А вот какой из чемпионатов России, который принес вам золотую медаль, был самый сложный? Может быть, самым запоминающимся? Я могу сказать, что для меня любой чемпионат России вообще очень трудный старт, потому что помимо дикой концентрации и вообще ответственности этого турнира, ты еще и хочешь показать вот этот отрезок работы, который ты провел от последнего старта. Так что я с Сашкой тоже соглашусь, что мог бы я получше. Но ничего, значит, много работы есть. Приеду, буду пахать в 3 раза сильнее. Я тебе больше скажу, каждый из нас может немножко, да, и больше сделать. Но для этого мы и живем, и тренируемся, для этого мы и соревнуемся, для того, чтобы как раз доказывать через свои прокаты, через свои программы свою силу. Ишенка была после тренировочного процесса сегодня утром. Мы все слышали, как Ваня ждал этого момента. Ишенка была, и 2 сосисочки. И 2 сырника. У меня есть фотография. Да, у Сашки есть фотка, она отчет ведет за меня, чтобы потом, что я правда ел. Хорошо. Да, спасибо. Вдруг кто-то не верит, да? А я не могу не спросить, смотрели ли ваши дети вас в прямом эфире. Вот все-таки и во время подготовки, наверное, тоже, сложно бывает наверняка с утра проснуться и вот от этих сладких булочек уйти, работать. Вот они вообще смотрят, любят вот это или пока что еще очень маленькие? Нет, они смотрят, конечно, любят очень, и даже как-то раз мне сказали, что я хочу так же. Вот, поэтому, конечно, они смотрят, очень приятно, они потом что-то рассказывают, там, когда ты приезжаешь домой и что-то говорят, какое-то свое мнение. Вот, это приятно всегда. Вы можете передать им привет прямо сейчас, они на вас смотрят. Артемий Иванович, привет тебе. Кируся, привет. Много сладкого не ешь, пожалуйста. И мультики только по расписанию. Кстати, по поводу сладкого и мультика, ведь совсем скоро самый, скорее всего, главный праздник уходящего года – это Новый год. Как собираетесь этот праздник отмечать? Может быть, какие-то пожелания друг другу и зрителю? Мы с удовольствием пригласим всех на шоу, в котором мы выступаем именно здесь. Так что мы проведем наш Новый год в работе. Может быть, у нас удастся, конечно, сам Новый год встретить где-то в другом месте. Да? На Невском ожидаю такси. Но большую часть праздников мы будем выступать. Так что ждем всех и каждого здесь с 25 декабря. А какое шоу-то? Вдруг я буду проездом и захочу заскочить к вам. Покататься? Можно, говори, Вань, тебе можно, ты пятикратный. Сань. Леш, главное на такси не езжай, очень долго ждать. Хорошо. Да, в этом году мы выступаем в Санкт-Петербурге на новогодних праздниках, шоу Татьяны Навки, вечера на хуторе. Поэтому всех ждем, будем очень рады, если вы разделите с нами эти дни праздничные. И мы подарим вам, надеюсь, хорошее настроение.
буду много-много работать, чтобы докатывать шоу до конца вообще с кайфом. Ну что ж, давайте, друзья, еще раз аплодисментами поблагодарим за ту работу, которая была проделана в течение сезона. И, конечно же, за очередную золотую медаль чемпионата России. Александра Степанова, Иван Букин. Для себя, для всех нас, для страны. Спасибо большое. Спасибо, Леша. Спасибо, Женечка. Вам. Можно идти, да? Ну, а мы также поздравляем наших серебряных призеров Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Ну и, конечно же, бронзовых призеров Елизавета Пасечник и Дарио Черезана. Вот такой красивый у нас получился пьедестал в танцах на льду. Я предлагаю послушать и ребят, и их тренеров, их эмоции. Смотрим. Ребят, спасибо вам огромное за это выступление и мои искренние поздравления с первой совместной медалью серебром чемпионата России. Скольких трудов она стоила и что сейчас на душе? Трудов оно стоило больших. Очень много работы было с самого отпуска, то есть начала сезона, то есть в июне. То есть это, да даже, наверное, раньше, когда еще постановки были программы с Бенуа Рюшо. Это ему отдельное спасибо. Прям... Василиса, было ощущение, что увидели оценки и, может, даже чуть-чуть расстроились? Есть ощущение, что можем еще выше? Не, ну, конечно, мы знаем о том, что мы можем еще выше, но для этого нам нужно еще больше работать. Причем работать не над чистотой и над тем, чтобы критерии жюри были выше. Да. То есть плюсами надо тоже уметь выигрывать. Да, в принципе, все нам нужно улучшать. Как бы то, что расстроено оценками, это совершенно точно нет. Ну, мы, наоборот, по-моему, да, с того, подняли что результат. Season Best, это самые высокие баллы, которые мы получали за сезон. И мы, наоборот, очень сильно рады их видеть. Как бы расстройство речи вообще не идет. У вас невероятная музыка в этой программе, у вас невероятное умение быть разными в программах и быть не похожими ни на кого. Вы говорите, все нужно улучшать, поэтому спрошу так, а лучше всего, что сегодня получилось? Ой, ну, сложно сказать, что именно было лучше всего. Все равно нам нужно будет пересмотреть видео, разобрать его самими, друг с другом, с нашими тренерами. Сами увидим, что получилось лучше, над чем еще нужно работать. В целом прокат был довольно-таки чистым, все элементы были выполнены, все шло так, как мы запланировали. Да, были какие-то косяки, пока что не знаем, были ли они видны на видео. То есть это возможно только в наших ощущениях, поэтому все нужно анализировать, нужно работать еще дальше. А так, в целом, мы довольны сегодняшним днем и тем, какой прокат у нас получился. Сейчас вам чуть-чуть осталось дотерпеть продолжение этого чемпионата России, раздать еще несколько интервью. А дальше, что больше всего хочется? Бутерброд с икрой. Желаю вам поскорее съесть бутерброд с икрой. Приятного аппетита и еще раз поздравляем вас с медалью. Спасибо. 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 Ребят, примите мои искренние поздравления с этим крутым выступлением. Я думаю, вы прекрасно знаете, как вас ваши любимые болельщики называют пчелки. Поэтому наши талантливые пчелки, как после такого сумасшедшего проката настроение в вашем талантливом улье? Ну, он правда сумасшедший. Я чуть с ума не сошел. Слава богу. Я тоже вроде чуть с ума не сошел. Остался при памяти. Да, до объявления оценок еще мы просто чувствовали, что мы удовлетворены своим прокатом. Мы выкладывались на максимум, получали удовольствие. Во время самого проката было тяжело, но мы на морально-волевых просто на износ ехали до конца. Наша задача была выполнить все элементы чисто, технично, эмоционально, душевно, следить за каждой ножкой, за каждой ручкой. Мы выкладывались на максимум. Довольно. Около бортика Анжелика Алексеевна Крылова продержалась ровно 0,1 секунды до того момента, как зарыдала. Вы зачем человека до слез довели и как успокаивали? Честно, я уже тоже плакал в конце. Я тоже, поэтому мы ее понимаем.
прокат вы прожили очень круто, но это первый ваш совместный пьедестал, с чем я тоже вас поздравляю. В связи с этим, что на душе? Даже, может быть, не полное осознание ситуации, потому вообще что, пока правда, что вообще в шоке от всего происходящего. Нет принятия от слова совсем. Я думал, нет, что не то сказал. Мы в шоке. Мы в шоке, мы под впечатлением. Я думаю, то, что зрители видели наши искренние эмоции, для нас это было сегодня неожиданно и очень приятно. А было ощущение, что в нашей так называемой грин-зоне, в грим-руме, вы волновались больше, чем на льду? Да нет, на самом деле. Вот так хотелось сделать, да? На самом деле, да все, у нас точно, извините. На самом деле мы сидели и не думали о местах, не думали о том, сколько ребята наберут баллов, потому что это дело каждого. И на самом деле мы просто главное... остались под впечатлением от своего проката. Да, у нас просто главная задача была классно выступить. И гордиться своим выступлением. Мне кажется, мы задачу эту выполнили. А давайте закончим наше интервью и чемпионат для вас на позитивной ноте и шуточкой. Вы знаете, что пока вы катались, позвонили из Министерства образования Российской Федерации, переписали учебник по математике для 1 класса. Задачка такая. Елизавета Пасечник, Дарья Черезана на двоих съели 3 завтрака. Кто съел 2? Я. Дарья, вот как съел любовь есть 2 завтрака завтрака сочетается с такой классной физической формой? Скажи мне, пожалуйста. Ох, тяжело сказать. Ну там, потому что все-таки не 2 завтрака, а 2,5. Лиза очень мало ест, я очень много ем. После такого классного выступления можешь съесть 3. Мы еще раз вас поздравляем. Спасибо большое, спасибо.